Нормальное сооружение. По-нашенски, прям вот по-русски. Поехал за рабочими. И свисток, и тифон. А здесь школа выглядит лучше, чем поселковая администрация. И вот мы можем попасть немножечко в депо. Вот такая вот история, ребят. Пойдемте глянем на мост. Дело к закату. Медведи до хера, и они наглые. Жить хочу, надо форсироваться. Господи. Смотрите, белая собака. Твою мать, это волк, сука! Вилк! 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 Я иду к мосту. Ауф, бэйби! Ауф! Стой так! Пис! Пис, 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 пис! Вилк, вилк! Пила! Господи, ушел, не успел сфоткать, а? Блин. Так. Кицуню видели. Волка видели. Ауф! Я предлагаю на этом, как бы, знаете, вот этот список возрастания как бы остановить. Ну, потому что хорош, ребят. Реально хорош. Волк. Так, здесь больше нигде нет. Никакие там серые ушки не торчат. Эти шпадлы, они ходят стаями. Так, волки, я вооружен, вашу мать. Да. Здесь по этой дороге сейчас, видимо, на каракатах как-то ездят. О, какая речка классная. Вот. Да, лесная братва на меня уже зуб, по-моему, точит. Я весь кайф обломал. Вон шпалка, смотрите. Ну, вообще уже все от нее одно название. И вот он такой мост. Блин, меня сейчас сожрут еще и летучие. Жесть. Жесть. Тут прям волк стоял, ребята. Просто жесть. Он такой, как его на картинках рисуют. Так, сейчас. Тенденс, фото оформлено. И вот такой мост, ребят. Если я сейчас навернусь, вилка, наверное, вкусно отужинает. Но мы наворачиваться не будем. И вот смотрите, вот эти вот фермы моста, они тоже старые. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Главное, знаете, шуметь побольше. Я еще камеру не выключаю, хожу тут, болтаю. Чтобы все звери знали. Здесь человек. И похеру, что он без ружья. И что он, в принципе, такой жирный, съедобный. Это не суть, ребят. Ладно, мост. Das мост. Один центральный бык на речку. Вот эти вот наклонные как раз, чтобы все то, что по речке идет, скидывало в бок. И вон там, видите, железные 3 трубы. Они, собственно, и служат для защиты моста. Соответственно, течение, наверное, оттуда на нас идет и туда далее. Вот такой вот мост. Уже много десятилетий по нему не ходят поезда, но ездят каракаты, ходят люди, бегают волки, лисы, мишки. То есть мост продолжает, в принципе, исправно служить, несмотря на свое вот такое вот жуткое состояние. А теперь форсируемся до Дрезинки и назад в цивилизацию. Эмоций на сегодня достаточно. Последний троллейбус плывет по Москве. Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Да, приходится вот так вот исполнять похабно Булата-Акуджаву, чтобы весь зверь знал, что здесь есть жизнь. Они ж не знают, вдруг я с ружьишком. А зверь здесь матерый. Зверь здесь умный. Так. Там куст, а не волк. Это радует. Здесь я видел, человек ходил. Я не знаю, куда дяденька вышел. Наверное, он как слышал, как я звал волка, он решил, ну нахер. И это было, в принципе, здравое решение. По-моему, не очень хорошо, видя волка, орать «волк-волк» и идти к нему. Ладно, если вы видите это видео, значит, я выжил. Это уже как бы такой ненавязчивый спойлер, ребят. Так. Да, мы определенно идем по трассе узкоколейки. Вот так мы дойдем до нашей Дрезинки. В принципе, хорошо, знаете, идти разными путями, вот, а не одной и той же дорогой. И знаете, даже по дороге назад вот такая вот бытовочка. Минмонтаж спецстрой СССР. О как! До сих пор сохранилась.
Интересно, это она на колесиках на каких-то была? Ну, скорее всего, вряд ли ее там вертолетом доставляли. Вот такой вот артефакт эпохи. Ну вот, ребят, дошли до узкоколейки. Начинается Алапаевская магистраль. Мы на верном пути. Уже скоро дойдем и до Дрезинки. Знаете, у меня была идея купленную консерву какую-нибудь вкусную откушать в Калаче, как типа, ну, достигли самой дальней точки узкоколейки, все дела. Но смотрите, как солнышко все ближе и ближе к закату. А сейчас, прости господи, 15 августа, время 19:12. Ну нет времени у нас отжирать. Поэтому сейчас только водицу достану наверх и по газам, ребят. До Санкина, хошь не хошь, надо долететь. Ну, только у того большого моста тормознем. Там поснимаем. Все-таки мы сейчас начали пешком наш маршрут возвращения. Самая дальняя точка Алапаевской узкоколейки взята. Теперь как бы вопрос в том, чтобы вернуться назад в Алапаевск. Живыми и здоровыми, в целости и сохранности. Вот. И знаете, как-то хорошо дорожка-то пошла. Ну, реально, не было никаких эксцессов, никаких проблем. У дрезины там одна цепь растянута, поэтому она немножечко иногда перескакивает. Но это надо натяжитель делать, это уже дома. Ну, как бы, ну, она едет и нормальные скорости держит, как бы полтинник можно раскочегарить. Вот. По расходу тоже посчитали, какая-никакая статистика. Трек GPS я веду, потом в конце, в самом последней серии я вставлю это. Посмотрим, сколько получилось общего пробега. Вот, ну, как-то, знаете, все чин-чинарем. Люди встречаются-то, в принципе, хорошие, интересные. Вот. И как-то и все, ладно. А вон уже там дрезиночка замаячила. Ну все, ребят, мы готовы. Поехали потихонечку. С Богом. Прощай, Калач! А сход почему? Цепь слетела. Обе слетели. Охренеть. Да, надо быть поаккуратнее. Что-то приколов от резинки я сейчас явно не ожидал. Короче, вступаем на 148-й километр. Мне не нравится, как работает двигатель. Как-то нестабильно. Мне не нравится, что слетело одновременно две цепи. Благо мы на маленькой скорости были. Ну такое себе. Это сейчас жопой назад, мордой вперед она едет лучше. Видите, да, к закату дело. Короче, дрезиночка вези. 36 километров проехать, ну чуть меньше. Просто, ну, с Богом. По-другому тут не скажешь. Зато приятная прохлада. Жара спала. Пока шел, вспотел. Сейчас уже весь сухой. Отлично. Прям подсушило. Погоня с солнцем. Пока дрезиночка нормально. Все работает. Кривых все равно нет-нет, да притормозить надо. Ох, красота. Да. Ну, шишки подсвечены красиво солнышком.
въезд вперед свободен. Интересно, как часто он вообще бывает занят. Тоже класс. Я еду, ничего не вижу, только бренитки блестят. Запах леса, конечно, потрясающий. Пахнет от деревьев. Так, там на низких что-то. Опять глухарь, наверное. Ага. Какой-то птиц. Все. Ага, да, семейная. Тупичок под погрузку. Ребят, ну чё? Опять шагают, ладно. Господи, давай улетай, улетай, улетай. Вот дают жопы, а. И вот внезапно мост. Ох, сразу тепло от дерева. Ну, собственно, это крупнейший мост Алапаевской узкоколейки. Мост через речку Тура. Вот она. Здесь она достаточно сильно разливается. Сколько опор, господи, раз, два, три, четыре, пять. Обалдеть. Это просто шикарно. А посмотрите, здесь сколько всего навалило. Вот когда по весне, когда идет большая вода, много она всякой ерунды несет. Что понападало, все собирает. И такие огромные, смотрите, защитные носы стоят. Вот специально для этого. Они как раз защищают каждую опору. Класс. Так, ну вот доехали. Пойдемте спустимся. Сразу видно по стертости краски. Мост пользуется популярностью. Ну, мы сегодня видели кучу молодежи. Тут тоже пацаны какие-то стояли, тусили. Кабина от Тушки. Похожа на Ту-4. Ну да, скорее всего, она. И вот как этот мост выглядит со стороны, друзья. Нормальное сооружение. Самый крупный узкоколейный мост на этой дороге. Интересно, вот на Каринской больше или нет? Надо будет как-нибудь съездить, посмотреть, сравнить. Но это что-то монументальное. Какие мощные вот эти защитные сооружения для опор. Удивительно. Вот так вот это и выглядит со стороны. Ну, наконец-то добрались. Стрелочку надо делать. Фу, знаете, ребят, депо со станции завтра посмотрим.
Сейчас уже и темно, и не видно ничего. Ну да, видать, тепловозик вагончик-то оставил на боковом, а сам через ту горловину обгонялся. Ну да, в депо стрелка и есть. Хоть там по первому дальше через вокзал. Знаете, нравятся мне здесь стрелки. Максимально простые. С накладочкой. Оп. Обысь. Готово. Да. Ладно, вернем накладку так, как она была. От нее толку на самом деле никакого, но если так было, так и оставляем. Ну и наконец-то наше многострадальное прибытие к вокзалу. Сюда нам пока рановато. А вот на вокзальчик вполне себе можно. Господи, как же здесь все уютно и аккуратно сделано. Любо-дорого смотреть. Такая площадь привокзальная. Здравствуй, станция Санкина. Добрались. Ну а пока предлагаю посмотреть станцию. Собственно, пожарный поезд из двух цистерн. Обычные цистерны, ВЦ-40 что ли. Чем они отличаются от обычных цистерн? Почему это именно пожарный поезд? А они соединены между собой вот таким вот рукавом 70-х годов. Орехово-Зуево. Вот как-то так. Телеги-то какие старые на них. Прям как на подбор. Любо-дорого смотреть. Ну и здесь снизу тоже, да, подключается рукав. И пошло тушение. УЖД. Очень круто, друзья. И что у нас тут на задворках? На задворках всякий отставленный подвижной состав. Платформа, которая, я не знаю, кого помнит. Какая-то у нее очень уж старая конструкция. И тележки-то какие. Рессоры такие совмещенные, винтовые и листовые. Очень интересно. Тут у нас что? Как будто платформой снесли эти ворота. А тут у нас ничего. Еще один старенький вагончик летучки. Сегодня мы такой видели в более живом состоянии, в работе. И такая нетипичная тема для Алапаевской дороги. Лесовозный сцеп. Что-то они здесь как-то не пошли. Что-то как-то длинными хлыстами здесь не возят. Все на платформах. Все на платформах держится. Кстати, платформы вон там вдали тоже имеются. Парочка штучек. И крытый вагончик грузовой. Ага. Господи, как же это необычно видеть крытый вагон на узкоколейке. Блин, очень красиво. Именно вот эта эстетика техники, вот эти вот линии. Тележка, как она идет, нижняя поперечная, вверху она вот так. Эти наискось, подвеска, господи.
На это просто приятно смотреть, ребят. Ну, собственно, вот платформы и платформа с топливом. Это бак с топливом. Логично, что когда техника работает на каком-то выезде, ее надо чем-то кормить. Вот, пожалуйста. И что интересно, вот эта платформа, обратите внимание, насколько она шире. Тут даже написано негабаритно. А почему? А потому что это как раз для перевозки техники. Трактора, всякие каракаты. Ну, по большей части это именно трактора трелевочные. Еще какие необходимо. Вот на таком транспортере их и перевозят. Вечерний перрон. Сегодня здесь будет тихо. Никакой поезд пассажирский не придет. Не будет суеты, не будет прибывших, ожидающих своего отправления на вот этих лавочках. Сегодня вечер спокойствия и тишины. Еще один кузов крытого вагона. Причем, что интересно, даже у него буфер остался на месте. Не сняли почему-то. И венец — это ТДшка. Заводская дрезинка, но уже с незаводским движочком. Движочек облегченный. Тут стоит должен оппозитный мотор. Ну, мы такой мотор, такую компоновку видели в Калаче сегодня. А так, да, очень мощная, очень тяжелая дрезина. Красавица. Учитывая, что она стоит здесь прямо со станции, может, она какая-то и служебная, а не персональная. Кто знает. Хотя познавательных знаков на ней нет никаких. Табличка СССР. И все на замке. О, туалет есть. Как удобно. МЖ совмещенный. Демократия или коммунизм. Ребят, перед отбоем решил резинку переставить на путь, где она никому не помешает. А поскольку сегодня мы ее натаскались, давайте применим читерский метод. Только здесь есть разворотный треугольник. Господи, какой кайф не переставлять ее вручную. О! И тоже заняты резинками. Какая прелесть. Так, все, стрелочку вернули. Поехали посмотрим, что тут за дрезинки такие водятся. Там большая спортивная площадка, пацаны играют. Прикольно, живой поселок. Цивилизация. Так. Как интересно. Завязанная шпала. Одной стороной на нитке. Тут вон путь весь расшит. Другой стороной провалилась. Господи. Да. Как патриотично. Но путь уже все. Путь уже сказал йог. Увы и ах. Вот такая вот дрезиночка. Аккуратненькая, маленькая. Тоже большой ящик сбоку. Маленький моторчик с другого. И ведет это все у нас безобразие на, черт возьми, эстакаду. Вот это да. Удобно было бы обслуживать свою дрезинку на эстакаде. Вот прям вот так вот. То есть это колеса чинить. Вот она где-то мне чуть ниже экватора. Как раз рука, да, хват. То, что надо. И что примечательно, никакого стопора нет. То есть Джеронимо и полетели. Прикольно. Конечно же, рядом кабина тушки. Классика жанра. Сараюшка из кабины тушки. Да, разворотный треугольник — это вещь. Ага. Ну и сейчас, в общем, встанем на средний путь. Доброе утро, ребята. 6 утра. Станция Санкина. Все в дыму. Запах гари ощущается очень отчетливо. И сначала я когда проснулся, подумал, что это пелена в глазах. Не, смотрите, все в дыму.
Сейчас день придет, все ветром это раскидает, уйдет эта дымка. А там вон по магистральному пути, гляньте, вообще все уходит в белый дым. И здесь тоже весь поселок в Кумаре. Эти пожарные цистерны, они тут стоят не просто так. Дело в том, что с лесными пожарами борются, да борются и еще как. Соседнее Муратково с их помощью тушили. Причем и МЧС в этом участвовала, и местные жители. Все на сход, на борьбу с огнем. И это носит достаточно глобальный характер. То есть всем далеко не пофигу. То, что там вдоль линии горит, это уже не горит, это тлеет. А это дым от пожаров за 50 километров в ту сторону, окруженный болотами. Там при всем желании не потушишь. А вот семьи нет. И уже тепловоз поехал за рабочими в Муратково. Мы дождемся его возвращения и поедем тоже в ту сторону, в Алапаевск. Так вот, касаемо пожаров. В местных соцсетях вешают объявления о том, что такого-то, такого-то объявляется сбор, в том числе всех желающих. Приезжайте, поедем отстаивать. Отстаивать дороги, отстаивать мосты. Ведь мы с вами уже видели новые мосты, они совершенно новые. И представляете, если они все возьмут и сгорят. Ну это же жопа полная. Вот, поэтому народ собирается и массово все... Прям вот, слушайте, прям как в пропаганде, единым фронтом, в едином порыве. Но это реально так. Потому что тут как бы, если болт забить, тут все нахер сгорит. Ну а пока тепловоз поехал в Муратково, мы с вами можем прогуляться до депо. Наверное, единственное, что мы еще не посмотрели в железнодорожной части Санкина, это депо. Платформа лесовозная отставленная. Только один сцеп мы видели. В основном возят лес такими платформами. Длинные составы такие, вон, посмотрите, аж там до горловины тянется. Вот, насколько я знаю, это как раз вот это один такой грузовой поезд. Конечно, до сих пор мозг немножечко ломается. Обычно мы же как представляем узкоколейку, что-то ржавое, что-то в лесу, что-то такое все уже убитое и мертвое. Здесь движение, ездят по разрешениям, бланк белого цвета с красной полосой по диагонали. Кто в теме, тот поймет. В общем, прям все серьезно, все очень серьезно. И это прям нравится. И платформы все, и пронумерованные. Ну, чувствуется какой-то прям порядок, прям навели порядок. Может, даже где-то для узкоколейки кажется, что немножечко перекрутили гайки. Но это может только казаться. Но зато все везде покошено, все везде опрятно. Слушайте, вот прям вот, я думаю, где-нибудь на фельдбане в Германии не лучше-то и будет. Пути, вон, посмотрите, путь прямой. Можно спокойно ехать, там 50 жарить, вообще спокойно на Пионерке, ничего не опасаясь. Ну, конечно, вон пассажирский вагон стоит не для красоты. Вполне возможно, именно этот вагончик-то и ездит до Калача. Потому что, как рассказали, только из-за жителей Калача построили те два огромных моста, чтобы наладить сообщение тех людей с миром. Ну и плюс, я так понял, как-никак есть какой-то такой небольшой расчет на туристов. То, что народ туда зачем-то ездит. Вот, ну, как бы, ну, хотят ездить, пожалуйста, для людей что-то. В России что-то для людей, вы представляете? В голове не укладывается. А тем временем мы пришли в депо, и нас тоже здесь встречает эстакада. Ну-ка, накат-то есть, сюда вообще что-то ездит. Слушайте, а накат-то есть, сюда что-то ездит. Ничего себе. Класс. Депо небольшое, депо весьма компактное. Вот, но оно, конечно, побольше, чем в Ельничной. Как-то здесь, ну не знаю, атмосферка немножко другая. Вот, а затем рельсики, вот такой вот холмик песчаный. Ну, похож на соседей, конечно. И вот нас встречает ПВшка. Деповской ремонт в 2021 году прошла. Но по ней это заметно. Вся покрашена, вся красивенько. Стеклышки. Все есть. Даже, смотрите, даже как будто бы и автотормоза на месте. Да не как будто бы, а на месте. Трубопровод, резервуар, воздухораспределитель. Там тормозной цилиндр. Вроде все и на месте.
Да, вы посмотрите, даже рукав тормозной есть. Ой ты божечки, а вот это прям уже редкость на узкоколейке видеть. С рукавом, с тормозным. Семен Семенович. Да, пожалуйста, вот тормозной цилиндр, все есть. Каев, друзья. Вот уж Алапаевка удивляет. Затем еще один вагончик-летучка. Тоже на таких же тележках, как и ПВшка. То есть здесь на станции получается аж 3 таких вагона. Один в работе, второй здесь, а третий там в таком отставленном состоянии. И, конечно же, снегоочиститель. Да, видок у него немножечко такой подзамшелый, но вполне себе рабочий. И фара на месте, и вон даже рукав виден. Неужели тут пневмопривод? Или автотормоза, господи. И причем, посмотрите, какая у него интересная конструкция. Вот эти вот стенки, видите, они выпирают. Вот где дверка, там кузов идет немножечко внутрь. Какая геометрия необычная. Слушайте, прям деревянное зодчество уже какое-то. Деповской ремонт в 2007 году. Ребята, обычно мы с вами привыкли видеть ровную боковину. Здесь же нет. Может, там типа полочки организовали? Интересно, интересно. И, конечно же, вот нож такой здоровый с металлическими тросами для очистки рельс. И вот такая вот железная часть, чтобы внутри колеи тоже чистить. Здорово. А это крыло клепанное. Ну, какая фольга, миллиметров на 5 где-то. И откидная часть. Все есть, все в наличии. Все прям живое такое. Скорее всего, закрыто. Ну, кто бы сомневался. Порядок. Иногда это и плохо. Ага. Вот он, рукав идет. Слушайте, у этих штук пневмопривод, ребята. Это все не колесами такими сбоку. Это на пневмоприводе. Вот посмотрите, идет труба, уходит в арматуру наверх. А тут вы видите краны. Это краны для управления крыльями, ножом. Обалдеть! Вот это да! Иисус Мария, у него даже тифон стоит. Бог ты мой! Да, вот вам и деревянное зодчество, ребят. Еще бы в виде сердечка сделать. Семен Семенович, и свисток, и тифон. Прям ревун целый. Ну, свисток, да, не особо рабочий. Но он есть. Вот и на таком вот замочке все это. Цена 2,10. А здесь, собственно, пункт, я так полагаю, экипировки. Сюда заезжают тепловозы, судя вот по вот этим следам на пути. Здесь они и топливом заправляются, и песочком пополняют при необходимости. Ух ты, даже как! Вы посмотрите. Пункт технического осмотра вагонов АУЖД. Господи, обожаю вот такие вот надписи. Эстетика на высоте прям. Ой, как в детстве в сортировке прям. И птичка с молотками. Ой, шик. А напротив 2 платформы со шпалами и со всяким ломом. И одна платформочка. Бак как будто бы топливный, но написано песок. Ну, давайте будем верить надписи. Как бы здесь нас пока ни разу не обманули, хотя уже и прорастает деревце. Ну, наверное, да, песочек как раз ссыпать очень даже и удобно. И, конечно же, королевский запас дров. Куда же без этого? Само депо, конечно же, на замке. Это надо приходить, когда приходит принимать тепловоз. Я так понял, здесь так принято, что машинист приходит с ключом, ну, знаете, как к себе в гараж, открыл гараж, завел машину, выкатил, гараж закрыл. То же самое, только с тепловозом. И, о, грязотом пахнуло. И приемку так и производят. А здесь подъем, знаете куда? В комнаты отдыха локомотивных бригад, ребята. Узкоколейная отдыхаловка. Эх, наверняка все закрыто, все заперто. Ну, естественно, господи. Там, короче, стоят койки
Вот как из годов 50-х, я не знаю. Во, может что-то и увидите. Вы посмотрите. И подушечка ромбиком, господи! Ну и вид на снегоочиститель сверху. Такая вот крыша, гвоздики немножко вышли, ежик. И топится печкой, вон по центру труба. Красота утренней станции. Жалко только, что это не просто дымка, а дым. Вот. Ну тут уж как есть. И вот мы можем попасть немножечко в депо. Тележка стоит и четверки. Основная рабочая сила. Да, тут и пионерочки есть, пара штучек. Аромат, ребята, тепловозного депо. Вон какой красавец тепловоз, а? 1.74. А что там дальше? А там дальше за тепловозом платформа прицеплена. Вы посмотрите, и на ней какой мощный трелевочный трактор, а? Прям как из фильма «Девчата», ей-богу. А сзади у него что? А, он, видимо, как подъемная лебедка какая-то используется. Просто отвал башки, ребят. И вот, кстати, обратите внимание, он стоит не на платформе, а на транспортере. Вот вчера мы на станции вечером смотрели, видели отличие. Транспортер он шире. Как раз гусянками и заезжает сюда техника или какой-то трактор. Слушайте, я даже предположить не мог, что вот такой. А стрела, обратите внимание, стрела, это стволы деревьев. Вот так вот, вот это стрела. Шик. Ага, еще одна какая-то грант-летучка и, судя по всему, пожарная, да? Да, вон написано «Противопожарная служба Свердловской области». Соответственно, окрашена в красный цвет. Кабина от тушки стоит. Он закрытый, естественно. Вот такой вот пожарный вариант. Он даже мотопомпа, причем новая, посмотрите. Ну, то есть, как бы люди готовятся реально. Целая пожарная платформа, там еще 2 пожарные цистерны. Все это вообще работает, и вот тепловоз прям под ней. То есть, выезжаешь, цепляешь цистерны, и алга литерным. Вот как-то так. Ту-4 1332 с гербом с каким. Колосится. Вот можем кабинку зайти глянуть. Ну, такую кабинку мы уже, ребята, видели. Нас уже на таком немножечко прокатили вдоль нашей пионерки. Меня, конечно, удивляет количество приборов. Прям кукурузник какой-то, а не тепловоз. Контроллер интересный, ручки переключения, краны тормозные. Все тут есть. И, конечно, окошечко, форчик так в бок, чтобы локоть высунуть. Вот так вот. Вот, и ехать. Из-за пожарной обстановки, конечно же, не покуривая. А еще, ребят, знаете, что добавляет определенного уюта этой кабине? Послушайте. Как у бабушки в деревенском домике. А вот так это все выглядит с возвышения. Класс. Настоящее депо. И смотрите, тут тоже кран-балка такая. То есть можно там двигателя снимать, какой-то ремонт крупный производить. Крупноузловой. Конечно, стрела просто сумасшедшая. Да, изначально это был трелевочный трактор, но вот ее вот так вот модернизировали с лебедкой, как через блок он здесь. Обалдеть. Ну, судя по красному цвету кабины, он тоже служит для ликвидации пожаров. Тоже помогает в их тушении. Ну, конечно, там деревья, как мы вчера видели, пока ехали на калач, падают. Их надо как-то поднимать, убирать, оттаскивать, откантовывать. Видимо, этим он и занимается. А здесь, ребят, так, учебный класс. Собственно, здесь электрическая схема тепловоза Ту-7, ребята. Смотрите, дизель, передача. Все тут есть. Слушайте, схема-то несложная так-то. Что там, катушки, лампочек вон только сколько. Электрифицированная схема гидропередачи УГП 400-201. И электрифицированная схема УГП 230. Ну, соответственно, разные передачи. Столики-то какие нормальные, стульчики. Цветочки на окошках, господи. Ребят, это очень круто. Это сверх круто. Ну и здесь мы сейчас попадаем в бригадник.
Так, это значит помещение дежурный. А вот и бригадник, друзья. Вот вы посмотрите, как это выглядит. Как все аккуратно застелено, а? И вот эти вот те самые кровати. Вот эти вот. Помните этот звук? Вот это оно и есть. Класс. Ну, а здесь можно, да, харчи разложить, покушать, розеточку, телефонку зарядить. И дарцы для досуга. Вообще шикос, ребята. Вот такое вот депо узкоколейное. Чистота и порядок. Любо-дорого смотреть. Все аккуратненько, все на своих местах. Белиссимо. Просто всем вам браво. Ребята, труженики Алапаевской дороги. Это очень круто. Прям вот очень. А тепловоз, который пошел в Муратково, видимо, уходил с этих ворот. Ну, потому что нигде больше места нет. А еще, как интересно, получилось оградить территорию депо таким вот пирамидообразным, конусообразным заборчиком. Дело в том, что там, я так понял, котельная, вон, видите, труба, и трубы отопления идут вот сюда, вот на пункт экипировки. Соответственно, их надо как-то утеплить. Ну, утеплили и, соответственно, укрыли вот так вот деревом. Да, время уже мох на него налепило. Выглядит, конечно, очень это красиво, немножко необычно. Вот. Ну, соответственно, и уборная, да, обычная уборная, обычная подстанция. И поселок. Собственно, Санкино, 7 утра. Я предлагаю до Дрезинки идти не вдоль железной дороги, а другим путем. Пойдем через поселок, посмотрим вообще, что такое Санкино. Ну, хотя бы какое-то впечатление составим. Конечно, запасы дров везде королевские. Дело в том, что в поселке газ только привозной, и рассчитывать можно, опять же, только на себя. Как рассказали, собирают кому сколько газовых баллонов надо, хотелки, и как набирается на машину где-то баллонов 30, соответственно, привозят. Вот, так что газ это в основном, ну не в основном, газ это для готовки, а отопление дровами. Вон там пионерка какая-то стоит разобранная. Там, вон, видите, кабина тушки, это разворотный треугольник, мы там вчера были. Шнивка достаточно новая, и видно, что, да, сюда ведет грунтовая дорога, он в характерной пыли. И здесь вот две пионерочки. Сразу видно такое ладное хозяйство. Домик, стеклышки, не стеклопакеты, но чистенькие, аккуратные. Везде тюльки белые висят. Любо-дорого смотреть. Газель-то какая, а, прям. Ух, дальнобойная. Вот как-то так. Даже какой-то мелкий дождик закапал. Ласточки поют свои песни. Здесь такое поселковая котельная. Ага. Ну да, рассказывали, что часть поселка имеет централизованное отопление и горячее водоснабжение. Вот, видимо, отсюда. И, судя по количеству древесины, топится все это дело дровами. А здесь, судя по такому забору, как на зоне строгого режима, либо администрация, либо школа. А, ну вот, собственно, смотрите, вот этот деревянный короб идет. Это и есть оно отопление. Да-да-да, вот оно, вот разводка. Ага. Так, памятники, флаг. Что-то какое-то государственное учреждение, по-любому. Тын-тын-тын-тын-тын. Да, ребята, средняя общеобразовательная школа. Пункт находится под видеонаблюдением. Вот как-то так. Как сказали, ребята с Муратково сюда возят на учебу. Так что школа есть. Школа вот в таком состоянии. Вполне хорошеньком. Действительно есть видеонаблюдение, камеры. Вот, рядом прудик. Скорее всего, пожарный. Ну, а потому что куда еще в поселке? Птички летят, собаки лают. Ну, как-то да. Сейчас мы выйдем на центральную улицу, немножко прогуляемся. Прикольно, что. Прям такой крепкий поселок. Это уже ни разу не деревня. А там кто-то ижак заводит с коляской. С коляской. Не Урал, ижак. Ох, сейчас поедет мимо нас. Ну, как-то так, да, какие-то тут избы уже все с заколоченными окнами. Но по большей части все живо. Вот так вот пешеходный переход
чистовая сигнализация. Почему бы нет? Пожарный прудик-то, да, немножко как будто бы подобмелел. Ну, так и лето жаркое. Дождей нет нифига, вон все в Кумаре. Леса, блин, горят. Чему удивляться? Ой, посмотрите, как красиво, а? Мы, значит, идем по улице Кедровая. Господи, сколько цветов. Вот все французский Прованс. А ведь и у нас тоже можно. И смотрите, девичий виноград. Господи, как красиво, а? Ой. А представьте, вся бы Россия вот была такая. Ну, может, только домик поновее, окошки получше. Ну, как это здорово, как это мило. Красотень. А вон и Жак. Поехал. И да, это я иду по дороге, потому что просто хочу идти по дороге. А так, пожалуйста, тротуарчик есть, даже кое-где огражденный. Бетонные плиты, которые не страшен ни дождь, ни снег. Они не раскиснут, ноги в них не завязнут. Во, а это, похоже, поселковая администрация. Тоже флаг, вот эти громкоговорители. Я люблю Санкина. Да. И знаете, что приятно? Обычно, когда администрация, это какое-то здание, выделяющееся цивильностью на фоне остальных построек. Это, знаете, это как православный храм. Вот он такой с золотыми куполами, весь расписной, а рядом все деревни, все живут иначе. Вот. И очень часто поселковая администрация тоже это прям такой офис, все так немножечко, ну, если не фешенебельно, то ламинировано, как-то вот так вот. А здесь школа выглядит лучше, чем поселковая администрация. Ребят, вот лично мне это очень импонирует. Школа выглядит лучше, чем поселковая администрация. Представляете? Это очень круто. Это прям... И сразу же за поселковой администрацией спортивная площадка. Мы вчера слышали, площадка активно используется молодежью. Детские крики, смех, хохот. Да, это все оно и есть. Вон там мы уже обходим этот тупичок вытяжной на разворотном треугольнике. И можно полюбоваться, что здесь происходит. Прикольно, классика жанра шины. Ну, а также в целом, вот горки, карусельки, все, что надо, ворота, даже волейбольная сетка натянута. Территория такая достаточно крупная. Ну, слушайте, по-моему, вполне прикольно. Вчера, когда мы были в деревушке, которая за Калачом, у дома крепкого хозяйственника висела похожая табличка. Я-то торопился, да и как-то неловко было. А тут с улицы как бы можно посмотреть, что тут написано. Оказывается, здесь живет дочь погибшего участника Великой Отечественной войны Вершинина Александра Михайловна. То есть вот так вот уже оно передается немножко и по наследству. Иду, думаю, кто это оставил открытым сараюшку? А это не сарайчик, это колодец, ребята. Вы посмотрите на это. Чудо чудное. Да, еще и там мотоцикл опять едет. И опять с коляской едет. Ну, то есть здесь все с коляской. Да, здрасте. Класс. Ежаки с коляской. А тут, пожалуйста, колодец. Водичка глубоковата. Фонарик с собой не взял. Но, однако ж, есть вот ведерко. Причем используется нормальное ведро. Как, кстати, классно, интересно придумали. Чтобы увеличить срок службы ведра, сварили, значит, сделали вот такое вот окаймление, такая вот броня для него. И уже за нее поднимается. А само ведерко можно менять как хочешь. И вот оно тут немножко пристегнуто проволокой, чтобы не вываливалось и держалось. Ну, естественно, замок, который охраняет ничто. И, ребят, если вы думали, что такой вариант русского Прованса только один, а вот еще, посмотрите, вроде бы хи-хи-хи, ха-ха-ха, а клумба из шин, а смотрите, как красиво зато, смотрится. И пестренько, и ярко, и аккуратно. И рябинка какая. Ой, благодать. Ну, в общем, такой вот вполне себе живой поселок. У кого-то там капуста, картошка, цветы. У кого-то УАЗик с прицепом, а вон там у кого-то и трактор виднеется. Большие запасы дров, нормальный тротуар, по которому можно горцевать. Ну и, конечно же, вот такие вот красоты. Очень интересно. Прикольно. Две катки с цветами на коромысле. Класс же, ну. А у кого-то, посмотрите, такие вот штакетники а-ля Кремлевская стена. И то, что мы с вами видели, мертвое в Калаче, ну, почти везде.
вполне себе вот здесь. И знаете, смотрится-то прям круто. Ну реально прям круто. И ворота во двор, и калитка такая прям калитка. И что интересно, ладно, помимо вот этих вот наличничков резных, вот эта вот лапа такая. Тоже ее ж когда-то и кузнец изготавливал. И вот она, видимо, так хоп, и открывает дверь. Выглядит это все, ну прям по-нашенски, прям вот по-русски. В хорошем смысле этого слова, конечно же. Подходим к привокзальной площади. Здесь дорога так вот разворачивается петелькой. Ну, правильно, ездят встречать, кто приехал. Господи, здесь милота. Какая-то инсталляция. Ведь кто-то же это сделал. И аисты. И дом-то какой расписной. И здесь живет дочь погибшего участника Великой Отечественной войны. Вот как-то так. И заготовки. Доски всякие. Может, на растопку. Может, что сложит из них. О, там уже и тепловоз. И коровы. Господи. Станция Санкина. АУЖД. Господи, как же мне здесь нравится, ребят. Это ж вообще. Смотрите, как четко мы подоспели. Как специально подгадано, ей-богу. С лягушками от схода. Ребята готовы ко всему. А мы тоже. Нам теперь путь свободен. Можно не спеша собираться и сниматься. Сегодня смотрим Мураткова и возвращаемся в Алапаевск. Таков план. Как оно будет на самом деле, посмотрим. На путях, на путях, на путях. И платформе пасутся правильно, коровы. Да, пожелаем приятного аппетита. А сами надо расчехлять пионерочку и собираться. Сегодня у нас достаточно длинная дорога впереди. 115 километров. Коровам не все рады. Так. Ах ты ж ёпта. Поехали. Домой пора. Ну, на прощание нам надо сделать стрелку. Так. Главное не упустить. И назад. Вот теперь точно. До свидания, Санкина. Годное местечко.